Готовлю макароны по-флотски. Сначала нарезаю крупную луковицу, а также небольшую морковочку. На сковороду наливаю растительное масло и отправляю туда лук. Перемешиваю с маслом и пусть жарится на среднем огне. Когда лук слегка выжарился, стал золотистым, добавляю морковь. Перемешиваю и жарю до золотистости моркови. И только тогда добавляю фарш. На сковороду можно добавить сразу весь фарш одним комком, а потом помешивать и разбивать лопаткой весь этот фарш. А мне больше нравится разобрать фарш на маленькие кусочки рукой. Тогда его легко сразу перемешивать, и он начинает сразу обжариваться. Обжариваю на среднем огне под крышкой. Попутно при помешивании разбираю на более мелкие кусочки. Если на сковороде очень сухо, то можно добавить немножко водички. А когда фарш почти готов, тогда я его солю, перчу черным молотым перчиком и добавляю немного порошка сухого чеснока. Можно добавить и свежий измельченный чеснок, а можно добавить любые любимые специи. А вы на канале готовим с вами вместе. А еще для сочности и аромата можно добавить небольшой кусочек сливочного масла. Масло растаяло и перемешиваю с фаршем. Фарша у меня около полкилограмма. Куриный фарш готовится быстро, а если в составе фарша есть говядина, то подольше. Когда фарш полностью готов, можно добавить томат. У меня измельченные помидоры, а можно и просто сметанки. А можно вообще ничего не добавлять. Если добавляю томатную пасту, то обязательно добавляю еще немного водички. И даю хорошенько вместе всему протушиться. Пробую на вкус. Фарш должен быть сочный и вкусный. А за это время у меня уже сварились макароны. Сливаю и промываю горячей водой. Макароны можно выложить к фаршу на сковородку и там вместе все обжарить. А можно смешать макароны и готовый фарш прямо в тарелке. Мне вкусно, когда фарша и макарон равное количество. Сочное, ароматное, сытное и вкусное блюдо макароны по-флотски готово. Спасибо за просмотр, спасибо за лайки, комментарии, подписки и делитесь с друзьями. Приятного аппетита и готовьте с удовольствием!